Егорка бежал по дороге, размазывая по щекам текущие из глаз слезы. Бежал как мог, сильно прихрамывая. С рождения у него одна ножка короче другой. Бежал прочь от родного дома, сам не зная куда. Какой-то чужой дядька дал ему затрещину, а мама не заступилась за него и даже заругалась, схватив ремень. Егорка совсем еще малыш, 6 годик всего, но уже самостоятельный и рассудительный. Он много знает и умеет, пришлось научиться. Когда была жива бабушка, ему было хорошо. Она только одна и любила его, но всегда говорила: «Ты на мамку-то не серчай, Егорушка. Ничего, все еще хорошо будет». А Егорка и не серчал. Он во всем этих дядек и тетек винил, что приходили к ним со спиртным. Стало уже темно, малыш устал. Куда идти? Послышались голоса, и как будто кто-то скашивал траву. Сенокосы, догадался он. Так и есть. Это деревенские косили по ночам, так как днем одолевала нестерпимая жара. Это еще кто там? Петр, глянь, не как дитё. Да это ж Светкин. Егорка, ты что здесь делаешь? Убежал. Пьют? Егорка кивнул. Ох, горемычный, поди есть хочешь. Беги к костру, у нас там молоко, картошка печеная, да много всего. Ешь, сказала женщина. Егорка наелся и уснул здесь же, у теплого костра. Кто-то заботливо укутал его в фуфайку, ночи-то прохладные. И снилось ему, что мама гладит его по голове и говорит: «Где же ты, сыночек мой? Иди домой, я соскучилась. Я тебе пирожков напекла с малиной, такие, как у бабушки, помнишь? Вкусные». Егорка вмиг проснулся. «Мама, мама меня ждет». Он уже пожалел, что убежал. Она там, наверное, ищет его, волнуется. Мальчик вскочил и было уже собрался бежать домой. «Егорка, куда ты?» «Подожди, мы сейчас поедем. Пора коров доить. Отвезем тебя». Он еле дождался. Мальчика довезли до самого дома. Егорка забежал в дом и к матери. «Мама, мамочка, я вернулся. Извини, я больше не буду так». Мать лежала, отвернувшись к стене. «Мама, ты обижаешься на меня? Я кушать хочу. Хотя бы чая». «Ой, тебе бы только жрать!» Вдруг вспылила мать. «Хоть бы на улицу погулять вышел». «Так я только что пришел». Оказывается, зря он волновался. Мама даже и не заметила, что его не было дома всю ночь. Тут снова ввалился мамин дружок, ткнул ее в бок, показал принесенную бутылку. Мать сразу заулыбалась, стала обнимать его, встала, быстренько собрала на стол. Егорка тоже забрался на стульчик и взял ложку. Собутыльник достал рюмки, стал разливать принесенное пойло. «Мама, не пей!» – попросил мальчик. Но она не слушала. «Не пей!» – еще громче сказал он. Но его словно не замечали. Тогда он подбежал и опрокинул рюмку. «Ах ты, щенок! Ты что делаешь? Наелся? А ну бегом на улицу! Быстро! Чтоб духу твоего здесь не было! Век бы мои глаза тебя не видели!» Мать схватила его за шиворот и вышвырнула на улицу, как ненужную собачонку, закрыв за ним дверь на крючок. Так Егорка и гулял целый день. К вечеру пошел домой, но дверь также была закрыта с обратной стороны. «Егорка, иди к нам!» – позвала соседка, тетя Марина. Мальчик еще не выговаривал «р» и звал ее сначала Малиной, а потом решил, что это неправильно, ведь малина – это ягода. Вот Мальвина – это правильно. Так он и стал ее называть. Когда была жива бабушка, они всегда над этим смеялись. Тетя Марина была добрая, всегда накормит, поговорит, а иногда он у них и ночевал. У нее было своих 4, муж на полевых работах получил серьезную травму и не вставал, так она все на себе и тащила. Через несколько дней приехали из опеки, и Егорку увезли. Так он оказался в детском доме. Он все еще надеялся, что мама одумается,
вспомнит о нем и заберет домой, но так и не дождался. А семью ему заменил детский дом, родной дом, так называл его Егорка. Ведь только здесь он и получил то, чего ему так не хватало в родной семье – тепло и любовь. Егор очень любил учиться, был любознательным, схватывал все на лету. Закончил школу, поступил в университет, получил высшее образование. Со временем он стал директором крупного предприятия. Но иногда в его памяти нет-нет, да и всплывали воспоминания о матери. Жива ли, как судьба ее сложилась. Однажды у Егора вышла из строя машина. «Прогуляюсь пешочком», — решил он. 10 минут ходьбы. Путь шел мимо церкви, где обычно сидели нищие и просили милостыню. Егор остановился и дал каждому по денежке. В сторонке сидела старушка, совсем слепая. Она ничего не просила, просто сидела и все. Егор подошел и вложил ей в руки купюру. «Спасибо», — тихо прошептала та. «А как зовут тебя?» «Егор». «Егор, как сына моего». С тех пор Егор каждый день ее видел, иногда останавливался и подавал милостыню. А вдруг вот так же где-то сидит и моя мать? Шло время, за месяцем месяц, пришла осень, зима, становилось все холоднее, а старушка так и сидела у церкви в своей легкой курточке и тоненьком платке. «Бабушка, не холодно тебе?» — спросил Егор, которому больно было на это смотреть. «А чего уж мне теперь?» — ответила та. «Вот, одевайся, простынешь». Мужчина достал купленные им валенки, пальто, теплую шаль и рукавицы. «Да что ты, это мне? Да зачем?» — заплакала та. Егор вдруг захотел съездить в деревню, узнать, где мать и жива ли она. В выходные собрался и поехал. На двери дома висел замок. Егор потоптался, поискал под крыльцом ключ, но так ничего и не нашел. «А ее нет!» — послышался женский голос. «А куда ушла, не знаете? Тетя «Мальвина, Мальвина!» — засмеялась женщина. «Егорушка, да неужели ты?» «Тетя Марина!» «Да, я!» Егор подошел к женщине, обнял ее и прижал к себе. «Вот ты какой стал!» С восхищением рассматривала его Марина. «Представительный, как директор». «Угадали. А мама, где она?» «Да что мы тут стоим? Пошли в дом, Егорушка. Как нога твоя? Вроде не хромаешь совсем». «Хромаю, тетя Марина. Это обувь специальная. А дома снимаю, стесняться некого. Привык». За чаем женщина рассказала всю историю. «Ох, Егорушка, помнишь, бабушка тебе все говорила. Не серчай на мамку-то. Она ведь такая девчонка хорошая была. Училась на одни пятерки, помощница матери, врачом стать мечтала. Столько планов было. А потом...» «Что потом, тетя Марина? Расскажи мне обо всем». Марина вытерла платком глаза. «Не надо бы тебе такое и знать, Егорушка. Заключенные из колонии сбежали, надругались над нею. Она в тот день как раз за ягодами пошла. 16 годков ей тогда было. И все. Не стало больше нашей прежней Светочки. Мать уговорила ее аборт не делать. Ты родился. Сама все заботы на себя взяла. А Света покой в бутылке нашла. А потом во все тяжкие. Тебя увезли, а она все пила и пила. А потом словно пробудилась от сна кошмарного. В один день всех из дома выгнала, пить бросила, стала совсем другой. Все у меня выспрашивала, где ты, куда увезли. А мне ж откуда знать? Может, усыновили тебя уж давно. Пьянки на здоровье ее сказались, слепнуть стала. А потом как-то утром зашла ко мне, говорит: «Марина, не могу я так больше. Только глаза закрою, чудится он мне, будто у кроватки стоит, есть просит. Смотрит он на меня,
Смотрит, глаз не сводит, как под прицелом себя чувствую. В город поеду, искать буду, может, найду. Хоть одним глазком на него погляжу, пока совсем не ослепла. Знаю, что не простит. А у меня уж и жизнь закончилась. Дошла я до края судьбы своей. Лучше бы мне сразу тогда с обрыва броситься. Зачем только меня мать остановила? Да что ты, Света, говоришь такое, молодая совсем. Даст Бог, и наладится еще твоя жизнь. Но не наладилась. Уехала она, в деревню больше не возвращалась. А давно уехала. Да уж больше 10 лет. В живых уж, наверное, нет. Вернувшись в город, Егор первым делом поехал к церкви. Бабушка также сидела на ступеньке, склонив голову. «Мать, поедем ко мне, погреешься». «Да зачем я тебе? Да и не холодно мне. Вон как ты меня обогрел». «Поедем, поедем». Он взял ее под руку и повел к машине. Дома старая отогрелась, поела горячего супа. «Я ведь забыла, когда суп ела. А ты хоть откуда? Где раньше жила? А дети? Почему не помогают тебе? Бросили?» Старушка вдруг сникла вся, заплакала. Рассказывать стала о жизни своей никчемной. Оказалось, что она и не старая совсем. А дальше, чем дальше она рассказывала и раскаивалась, тем все больше Егор понимал, кто перед ним, кого он в свой дом привел. А я ведь сама его вышвырнула из дома, да еще и сказала, чтоб глаза мои тебя больше не видели. Вот и наказал меня Господь. Не увижу больше, ослепла. А сыночек мой Егорушка, где же ты? Хоть обнять перед смертью да прощения попросить. Егор сидел рядом и тоже плакал. Не себя ему в тот момент было жалко, а матери, судьбы ее загубленной. «Мать, ты знаешь что? Оставайся у меня жить, места хватит». «Нет, мне сына своего искать надо, ты меня обратно отвези». «Да как же ты его узнаешь, если не видишь ничего? Давай так, будем вместе искать сына твоего, а сейчас чай будем пить». Он встал из-за стола и пошел, прихрамывая к плите. Вдруг женщина закрыла лицо руками и зарыдала в голос. Больше в этот день она не произнесла ни слова. Мать осталась жить у Егора и прожила с ним 2 года. Она была больна, Егор вызывал врача на дом, возил ее на обследование. Диагноз был страшным, а болезнь, к сожалению, неизлечимой. С каждым днем ей становилось хуже. «Егорушка, подойди ко мне», — позвала она как-то. «Чувствую, что недолго осталось. Сказать мне надо. Я ведь узнала тебя, сразу узнала. В этот же день, как привез ты меня к себе, поняла, ты и есть сын мой. Узнала, да сказать не посмела, боялась. Мама, и я узнал тебя». «Узнал? Что же ты не прогнал меня прочь?» «Как я могу прогнать тебя? Ведь ты же мама». «Прости ты меня, сыночек, за все прости». Мать обняла и прижала его к себе. Первый раз за всю жизнь Егоркину, первый и последний. После этого руки ее ослабли. Она успела обнять, и он успел простить. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.